Я хочу вам показать очень интересную модель. Посмотрите, как выполнен нос, мысик. Это миниатюрная копия взрослой обуви. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я хочу вам показать очень интересную модель для девочки двух тонов. Ушло по цвету одинаковое количество ниток. Подошва, цветочек, шнурок и кант выполнены одним тоном. И вся пинетка выполнена нежно-розовым цветом. Вот она, миниатюрная копия взрослой вязаной обуви. Если кому-то интересна такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. Для вязания такой модели мне потребуются нитки двух тонов: розовый и бордовый. Вы должны учитывать, что бордовый должен быть клубок, естественно, побольше. У меня остался только на кант, так как цветочек и шнурок у меня уже готов, и подошва тоже. Мне остается только сделать кант и прошить вот такие вот, сделать насечки. Все остальное у меня уже есть. Для вязания такой пинетки мне понадобится крючок 2,5. Для вязания вот этого канта, я его немножко утяжелила, мне понадобится крючок большего размера, номер 3. Для того, чтобы спрятать хвостики, я использую крючок меньшего размера. Для того, чтобы пришить цветочек, мне понадобится игла. Также мне понадобится 2 маркера для того, чтобы наметить середину и боковинки. Ножницы, люверсы цветные, диаметр 4 мм и подходящие под этот размер щипцы для установки люверсов. Я подклеиваю стельку к подошве для того, чтобы она была устойчивая. Для малыша этого достаточно. Вот такую стельку. Такие стелечки я покупаю в обувном магазине. Из картона вырезаю шаблон. Соответственно, вырезаю того размера, который мне нужен. Для того, чтобы подклеить стелечку, я беру клей. Итак, я приступаю. Вязание пинетки я начинаю с подошвы. Подошва у меня уже связана. Я ее связала с удлиненным бортиком. Подошва связана на 17 воздушных петлях. Составляет 72 петли. Длина подошвы 11,5 сантиметров. Что означает удлиненный ряд? Это я связала подошву с бортиком, который вы можете посмотреть у меня на канале. И к этому я связала еще один ряд столбиками без накида. Вот такая подошва у меня получилась. Крючок номер 2,5. И вязать я буду с пяточной части. Для того, чтобы был ровный кант, я буду вязать не за полную петлю, а за одну долю, за заднюю долю. Вот таким образом. И в эту же петлю провязываю еще раз, для того, чтобы у меня сформировалась петля. И хвостик буду ввязывать в вязание. Весь ряд мне надо провязать только за заднюю долю. Вот так. Вот таким образом. Я провязала один ряд розовой нитью. Это значит, от начала, от основания подошвы у меня связано, не считая бортика, первый ряд столбиками без накида темно-бордовый и один ряд розовый. Теперь я буду оформлять мысик. Для мыса я набрала 44 центральные петли. Начну с мыса и буду заканчивать боковинками. Начну я с центральных 8 петель. Вот тут вот по центру будет 8 петель. Я начну вязание с 19 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот отсюда. 19 петли. Первая петля. Вторая. 7 и 8. Для того, чтобы убедиться, что у меня центральные 8 петель действительно по центру, я посчитаю с другой стороны. У меня также должно остаться 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Так как я начинала с 19 петли, здесь 18 петель и тут 18 петель. Провязав 8 столбиков без накида, продолжаю вязать первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 8, 9. Я прибавила уже одну петлю. Мне нужно сформировать центральных 20 петель. 9 уже есть и плюс 11. С лицевой стороны ввожу крючок
Делаю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание без петли подъема и со второй петли начинаю вязать. 1, 2, 9, 10. У меня уже в работе 10 петель. Еще 10 петель мне осталось. Вот так вырисовывается уже потихонечку мысик. Мы повстречаемся, когда в работе будет 20 петель. Я набрала нужное мне количество петель. У меня 20 петель в работе. До маркеров буду продолжать вязание, не прибавляя петли. Все точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на себя и начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 19 и 20 петля. Точно так же с этой стороны. Первая петля и вторая петля соединительная. Разворачиваю вязание и начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 18, 19, 20. По-прежнему 20 петель. У меня с каждой стороны должно остаться последние 4 петли. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь я буду вязать немножко иначе. Я буду вывязывать из середины за заднюю долю. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание на себя и продолжаю вязание с третьей петли. 19 и 20. Точно так же с другой стороны, с середины петли первая соединительная петля и вторая соединительная петля. И начинаю вязание с третьей петли. У меня по-прежнему должно остаться центральные 20 петель. Вот такой симпатичный мысик у меня уже получается. С каждой стороны у меня осталось по 2 петли. Мне нужно повторить точно так же. Не за полную петлю, а из середины петли. Итак, я довязала до конца, до маркеров. Полностью мысик. Вытягиваю нить и обрезаю ее. Теперь я буду вязать язычок, но начинать с 16 петель. Поэтому мне нужно от каждой стороны отступить 2 петли. И начинаю вязать первая, вторая, третья с третьей петли, забирая за полную долю. Мне нужно провязать, считая вот от этого мыса, 32 ряда. И провязываю 16 петель. Первая петля, 15. 16. Вот это последняя петля. Петля подъема, разворачиваю вязание и в каждую петлю провязываю 16 столбиков без накида. Вот так. 2 ряда уже язычка есть. Теперь посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 рядов уже есть. Мне нужно 32. Это значит, мне нужно еще 12 рядов в высоту связать. Язычок у меня прямой. После того, как я свяжу еще 12 рядов, я его обвяжу. Отсюда я начну. И вот тут вот я закончу. Вот эту часть я обвязывать не буду. Я связала переднюю часть пинетки, носик и язычок. Вот что у меня получилось. Симпатичная пинеточка. Вот такой приятный мысик. Я специально расшнуровала пинеточку, чтобы ее было видно. Выглядит очень оригинально. Теперь для того, чтобы поднять пятку, мне нужно сделать первый укороченный ряд. Для того, чтобы сохранить рисунок, я буду его делать с изнаночной стороны. И буду я начинать вязание с 11 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Для удобства я заправлю язычок вовнутрь. Для того, чтобы был неступенчатый переход, я не буду оформлять полноценную петлю. Я сделаю вот такую петлю. И с другой стороны я сделаю соединительную петлю, последнюю. Мне также с другой стороны нужно оставить 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот одну петлю провязываю, столбик без накида. И следующая петля соединительная петля. Вытягиваю нить, отрезаю. И сразу буду ее ввязывать. Всего лишь несколько раз подхвачу, чтобы она не заворачивалась, эта ниточка. Было видно, когда я буду вязать следующий ряд. Укороченный ряд готов. Теперь я буду вязать полноценный ряд, начиная со второй петли. Первая петля, вторая, третья, четвертая. Я начинаю вот с этой петли. Первую петлю пропускаю. Я ее буду вводить позже в работу.
Подбираю все, вернее, окончания ниток для того, чтобы как можно меньше обрезать, чтобы быть уверенным, что вязание не распустится. Мы дошли до укороченного ряда. Вот эта первая петля, я ее провязываю за нижний ряд. И теперь поднимаюсь наверх. И у меня формируется очень мягкий подъем такой, незаметный. Мне нужно довязать до конца, не провязывая последнюю петлю. И я до конца провязала первый ряд. Укороченный ряд я не считаю. И разворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны самой первой петли я буду прибавлять еще одну петлю. 1 и 2. Буду прибавлять для того, чтобы сделать вот такой угол. Мне нужно провязать второй ряд, с этой стороны прибавить петлю. Следующий ряд, это будет третий, точно так же прибавить с этой стороны петлю и с этой стороны петлю. И в следующем ряду это будет у нас вот это второй, в третьем ряду и в четвертом ряду мне точно так же надо прибавить еще одну петлю. Это значит, в каждом ряду мне нужно прибавить с каждой стороны 3 петли. Провязано 4 ряда, с каждой стороны я прибавила по 3 петли. Вот такие уголочки у меня появились. И со следующего ряда я буду убавлять петли. Но пока у меня открытое вязание, мне нужно сделать вот этот кант с соединительными петлями. Для того, чтобы убрать вот эти полоски и укрепить вот эти рыхлые петли. Я вытягиваю подлиннее петлю и начинаю с пяточной стороны с соединительными петлями. Посмотрите, какой ровный получается. Этот кант имеет двойную роль. Он имеет как дизайнерскую роль, очень четко разделение двух цветов и плюс укрепляет вот эти петли, которые мы брали за одну долю. Этот кант нужно провязать до конца. Я провязала кант соединительными петлями. С нижней стороны я тоже сделала кант, для того, чтобы сделать подошву как платформочку. Разворачиваю вязание из стороны пятки, начинаю также обвязывать соединительными петлями. Крючок должен быть крючок номер 3, чтобы петли были свободные, они потом натянутся и лягут очень красиво и ровно. Свободненько с соединительными петельками по всему периметру. Посмотрите, что получается. Вот он кант. Мне также нужно по всему периметру пройти. Итак, подошва готова. Я сделала соединительный кант для того, чтобы укрепить петли и определить четкую линию между двумя цветами. Сделала кант по подошве. Теперь я буду продолжать вязание в высоту. Связано 4 ряда. И с этого ряда я буду убавлять петли. В этом же ряду я по центру пятки убавлю одну петлю. Разворачиваю вязание и начинаю вязание со второй петли. Я буду убавлять 2 петли с каждой стороны по одной петле и плюс в этом ряду на пятке 1 петлю. Так, можно уже посмотреть. Так, почти еще одну петелечку, последнюю, столбик без накида, и я провязываю классическим способом. Из каждой петли набираю и провязываю одной петлей. Также в этом ряду, вот с этой стороны, я убавлю 1 петлю. Я подняла на нужную мне высоту, прибавила петельки, и теперь я буду делать вот этот скос. Я буду теперь убавлять петли. Петли я буду убавлять в каждом лицевом ряду. 5 раз надо убавить с каждой стороны по одной петле. От первого ряда и до самой высокой точки мне нужно провязать 14 рядов. Я провязала 14 рядов в высоту. В каждом втором лицевом убавляла с каждой стороны по одной петле. Посмотрите, у меня получился скос вот такой. Теперь мне нужно обвязать пинетку. Делаю петлю. И начинаю вязание вот с самой первой петли, которую мы не забирали. Делаю очень свободно, чтобы вязание не стягивалось. И начинаю потихонечку обвязывать. И вот эта нить, которую я не отрезала, я ее ввязываю в вязание. И в одну петлю 2 раза провязать наверху для того, чтобы перейти на планочку верхнюю. Вот так мне надо провязать полностью до конца. Я обвязала пинетку от этого края и до конца, обрезала нить, и теперь я буду формировать планочки для петелек. Я их буду отдельно вывязывать. У меня на каждой стороне должно быть под
от этой петли до верху 3 петли вверх и 12 петель скос. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот это 12 петля. Вот. И нижние 3 петли 1, 2, 3. Я буду отсюда вывязывать планку, и соответственно угол, длина угла у меня увеличится. Вот тут внизу 3, 1, 2, 3. И начинаю вот отсюда вывязывать петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Первая петля, второй столбик без накида, подтягиваю, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, второй столбик без накида, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, первый столбик без накида, второй столбик без накида, 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, и вот отсюда соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема и начинаю вязать со второй петли. Теперь в каждую арочку провязываю 2 столбика без накида. Промежуточные столбики без накида точно так же провязываю их столбиками без накида. Из арочки 2 столбика без накида, из арки 2 столбика без накида, из арочки 2, эта петля тонкая. Вот такие петельки у меня получились. 4 штучки я сформировала. С другой стороны точно так же я буду обвязывать планочку. Только если я здесь начинала с лицевой стороны, то здесь я буду и снизу, то здесь я буду также с лицевой стороны, но только сверху начинать. Я буду сверху опускаться вниз. И чтобы у меня 3 последние петли остались вот на этой стороне. Я сформировала петельки на одной стороне. Теперь я приступаю формировать петли с другой стороны. Провязываю 2 петли, хвостик стараюсь убрать, спрятать, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, соединительная. Без петли подъема разворачиваю вязание на изнаночную сторону и со второй петли начинаю обвязывать петельки. В арочке 2, промежуточные столбики без накида. Снова в арку 2 столбика без накида, в промежуточные между петельками 2 столбика без накида, и так чередую. Теперь у меня на второй стороне вывязаны петельки. Теперь я поверху пройду и вот в этой петле закончу соединительной петлей. Вот таким образом. Мне так надо дойти вот до конца вот этой верхней планки, не спускаясь вниз, а вот только до последней петли. Итак, я оформила петельки с двух сторон. Теперь мне осталось обвязать кант. Я его обвязывала соединительными петлями поверху, по лицевой стороне. Так мы будем делать со второй пинеткой. Поддерживаю пальцем и начинаю обвязывать. Вот такой мыс у меня получается, хороший, красивый.
И потом я сделаю вот такие симпатичные стежки. Я их наметила посерединке. И я буду ориентироваться вот по вот этой линии. Вот это прямая. Вот я ориентировалась вот по этой полоске. Я должна вот именно вот так совместить их с каждой стороны. Я обвяжу всю пинетку и потом покажу, как я пришиваю вот эти стежочки. Я обвязала полностью пинетку, немножко расправила для того, чтобы наметить вот эти вот штришочки. Мне надо, чтобы у меня запах раскрывался. Смотрю, чтобы у меня было по линии. И теперь я буду пришивать. Смотрю, на каком это расстоянии. Вот таким образом закрепляю. Я вновь одену лодочку и посмотрю, как у меня получилось. Не хватает еще люверсов, шнурка, цветочка. Я вставлю люверсы, пришью цветок, вклею стелечку и покажу вам уже готовую пару. Ну вот, я привела в порядок вторую пинеточку. Вот это миниатюрная копия взрослой вязаной обуви, только для малышей. Вот такая прелесть. Я желаю вам легких петелек, великолепной пряжи. Оставайтесь здоровыми. До свидания.